Добрый день, дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию, как красиво нарезать и подать овощную и фруктовую нарезку, также закусочную доску и 8 разнообразных вкуснейших бутербродов. Ничего из вышеперечисленного не оставит ваших гостей равнодушными. Сегодня поделюсь с вами многими секретами приготовления, как сделать красиво и вкусно, а также как сэкономить время. Буду готовить на компанию из 9 человек и стараться, чтобы было по 12 штук каждого вида бутербродов. Также рекомендую вначале вам нарезать весь хлеб, чтобы потом это у вас не занимало времени. И также берите разного сорта хлеб. У меня белый, отрубной, цельнозерновой и также несколько булочек на солоде с добавлением орешков. Приступаем к приготовлению первого вида бутербродов. И в самом начале хотелось дополнить, что я старалась делать все бутерброды по различной ценовой категории. Выбирайте та, которая вам более предпочтительна, и если есть возможность, заменяйте продукты. Готовим первый вид бутербродов и с хамоном и хурмой. Если хурма вам не нравится, можете заменить ее на нектарин, персик, грушу, либо яблочко. На все бутерброды в качестве намазки на хлеб я использую творожный сыр по типу Филадельфии. Намазываю, сверху сейчас выкладываю хамон и маленькую дольку из хурмы. И маленькая вам подсказка к хозяйкам. Я хотела вам сказать, что если вы готовите вот такие закуски в виде бутербродов на праздничный стол, либо на просто стол, гостям подать, родных угостить, то не рекомендую готовить какие-либо другие блюда, потому что бутербродов с головой достаточно. Гости останутся довольны, сытые уж точно, и порадуются, и вам не надо тратиться на остальные блюда. Сверху для придания акцента решила посыпать зелеными листьями салата. Согласитесь, как гармонично они сюда вписались и прекрасно дополняют все эти цвета. Следующий вид брускет у меня будет состоять из цельнозернового хлеба, намазываю творожным сыром, выложу листья салаты и ломтик из домашней индейки в специях. Скоро выйдет видео с индейкой, обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить этот рецепт, потому что она очень пикантная, сочная и очень вкусная. Вообще, если говорить, конечно, о красоте подачи таких бутербродов, рекомендую их подавать на длинных досках. У меня это стеклянная в моем случае. Если у вас таких досок нет, можете взять и обычно напилить из листа фанеры. Еще как вариант, в центр стола нарежьте широкими линиями листы пергамента и следом уже выкладывайте бутерброды. На третий вид закуски сверху хлеба уже не намазываю творожный сыр, а выкладываю кусочек сыра бри. И красиво сворачиваем солями вот таким образом. Дополняем помидором черри, протыкаем зубочисткой и старайтесь прятать место, откуда растет плодоножка у помидора, чтобы она находилась внизу. Следующий вариант готовлю таким образом. Обворачиваю укроп вместе с сыром, ветчиной вот таким образом. В самом конце уже перед подачей обжарю по одному перепелиному яйцу и выложу сверху. Следующее делаю с тунцом. Выкладываю листья салата поверх каждого кусочка хлеба, лишнее масло сливаю из банки и оставшееся масло вилкой перемешиваю вместе с тунцом. Руками, желательно это делать в перчатках, так как и удобнее, запаха потом не будет. Выкладываю сверху листьев салата шапочкой.
В качестве пикантности решила сверху добавить по капельке острого соуса, в моем случае это шрирача. И следующие, и сразу скажу, забегая вперед, они были лидером по вкусовым предпочтениям у всей компании. Я их нарезала вновь и вновь, потому что они съедали сразу молниеносно. Состоят они из спелого кусочка груши, добавляем сыр с голубой плесенью и орешек пекан. Другие буду делать на цельнозерновом хлебе, смазываю творожным сыром, выкладываю сверху по колечку свежего огурчика и сворачиваю сыр вместе с колбасой вот таким образом и укладываю на кусочек хлеба швом вниз, чтобы рулетик не раскрылся. Работа с бутербродами практически завершена. В самом конце этого видеоролика я еще дополнительно сверху украшу перед самой подачей. И хотела, чтобы вы обратили внимание, как важна симметричность и аккуратность, потому что это бесспорно радует глаз. И хотела у вас попросить, если вам нравится этот видеоролик, пожалуйста, поставьте лайк ему и также подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Я очень старалась как приготовить, так и снять, так и смонтировать, чтобы вам все понравилось. Приступаем к оформлению овощной нарезки. Берем огурец как можно ровнее. И если хотите дополнительно украсить, делаем вот такие надрезы боком вот такого гаджета для снятия цедры. Если хотите, можно сделать в принципе это и ножиком. И нарезаем колечки одной ширины, и удобнее это делать на слайс-терке. Выкладываем по кругу на тарелку внахлёст друг к другу. В центр начинаем выкладывать зелень, она может быть абсолютно любая, и потом вовнутрь выложим помидоры. Помидоры нарезаем полукольцами. Берем по половине помидора в руку и растягиваем все кусочки в полоску, стараясь при этом, чтобы они были внахлёст друг к другу. Когда заканчиваете первый ряд из помидоров, делайте то же самое и во втором, и в третьем ряду, и так до самого центра. И в конце должна получиться у вас розочка. Украшаем закусочную доску. Сначала показываю вам, как сделать розочку из салями либо другой колбасы. Берем каждый кругляшок колбасы, складываем внахлёст друг к другу на горлышко узкого стакана и делаем это примерно от 3 до 5 рядов. И переворачиваем на саму доску. Буквально максимум за 30 секунд у вас получается вот такая красота. И, кстати, очень удобно кушать, когда колбаса выложена вот таким образом. Руками дополнительно раскройте листики, чтобы было еще красивее. И я использовала маленькие рюмочки, чтобы сделать розочку маленького диаметра. Высыпаю небольшое количество фисташек, а это могут быть абсолютно любые орешки, на противоположных сторонах доски. Почему именно на противоположных? Потому что если вы поставите доску в центр стола, то люди, сидящие друг напротив друга, могут кушать без препятствий и при этом не протягивать руку через весь стол.
На самом деле украсить такую доску вообще не сложно и зависит от вашего полета фантазии. В данный момент я делаю шпажки из помидора черри, моцарелла, оливки и листья салата. В центр выложила красивую индейку, которую скоро мы с вами приготовим на канале. Такую доску дополнительно можно украсить сырами, овощами, фруктами, ягодами, сухофруктами, орешками, зеленью, поставить баночку варенья, джема, меда. Посмотрите идеи в интернете, я уверена 100% да чем-то вы вдохновитесь. И подошла очередь украшения фруктовой тарелки. Берем апельсин и грейпфрут и нарезаем полукольцами. Если хотите, можете использовать только апельсин, либо же только грейпфрут. И чередуя апельсин, грейпфрут, выкладываем кусочки по кругу. В центре из полукольцев апельсина делаем такую же розочку, как мы делали ее из помидоров. Покажу вам, как красиво нарезать яблочко. Нарезаем на четвертинки, сердцевинку удаляем. Теперь каждую четвертинку надрезайте на дольки, но делайте надрез не до самого конца, иначе все у вас распадется. И надрезайте дольки от самой большой до самой маленькой, насколько сможете. Потом каждый фрагмент просто отодвигайте друг от друга, и в конце получится красивый каскад. Яблоки смочите апельсиновым либо лимонным соком, чтобы они не потемнели. И для дополнительного цвета решила добавить немножко киви. Бутерброды с индейкой сверху украсила соусом терияки и посыпала жареным кунжутом.
Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь, но все-таки подведем короткий итог, какие бутерброды были самые вкусные. Первое место занимает вариант с грушей с голубым сыром, второе место с перепелиными яйцами и с индейкой, и третье место смело даем с тунцом. Спасибо вам еще раз за просмотр этого видеоролика, подписывайтесь на канал, желаю вам приятного аппетита и до скорой встречи!